Привет, друзья! Брюс Лай – один из лучших двойников Брюса Ли. Его имя при рождении Хо Чунг Тао. Родился он на Тайване 5 июня 1950 года. В средней школе изучал различные боевые искусства. После школы поступает в Институт физической культуры, где в годы обучения занимается гимнастикой и актерским мастерством. Блестящая физическая форма позволила ему пробиться в кино. Сначала он работает в фильмах как каскадер и актер массовки. Впервые появляется в кино в тайваньских боевиках о кунг-фу. Но роли были маленькими, и в фильмах его можно просто не заметить. Роль побольше ему досталась в фильме «Дуэль в логове тигров». Тут он сыграл злодея-босса японцев, с которым в конце сразился главный герой. После смерти настоящего Брюса в 1973 году к актеру приходит слава, и он заключает контракт с компанией Atlas Films, а в 1974 году выходит фильм «Брюс Ли. История дракона». Данный фильм является первым в эпоху после смерти Брюса. Как говорил Хо, сначала фильм должен был стать единственным, но у продюсеров было свое мнение на этот счет. Далее было выпущено еще два фильма. Это «Новая игра смерти» и «Брюс Ли против сверхлюдей». В это же время Хо изменили имя на Брюс Лай. Отсюда и начинается мода на псевдонимы с различной эксплуатацией имени Брюса. Чуть позже Хо заявлял, что был этим крайне недоволен. Он считал это нелепостью и понимал, что не может соревноваться с настоящим Брюсом. Гонконгская киностудия Golden Harvest предлагала актеру доиграть недоснятые моменты за Брюса в «Игре смерти», который был полностью закончен только после смерти актера. Хо Чунг Тао ответил отказом, поскольку считал, что не может сравниться с покойным Брюсом. Однако продюсеров это не особо волновало. Они продолжали выдавать Лая за официального преемника Брюса. Из фильмов Брюса Лая лишь в единицах он не изображал Брюса. Следует отметить, что некоторые фильмы были достаточно качественными и ничуть не уступали по боевой хореографии. В начале 80-х такие фильмы пошли на спад, и Лай решает уйти из кино. По его мнению, с таким послужным списком ему было бы сложно выйти из образа клона Брюса и начать карьеру заново. Далее он возвращается на Тайвань и становится инструктором по боевым искусствам, а также открывает собственный спортивный зал. В кино он вернулся лишь один раз. Это было в 1991 году в фильме «Только не опять». Кроме этого, он участвовал в документальных фильмах о Брюсе и документалках о фильмах про боевые искусства. Несмотря на то, что Хо был всего лишь клоном Брюса, многие зрители заметили его талант и стали настоящими фанатами. Лай внес ощутимый вклад в боевой кинематограф. Его фильмы еще долго будут эталоном и настоящей классикой среди фильмов о боевых искусствах. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.